Всем привет! Меня зовут Юлия Дерюгина, и я приглашаю вас на свой новый мастер-класс «Весенние подснежники». Научу вас своим новым авторским технологиям. Материалы и инструменты, которые понадобятся нам для этого мастер-класса. Фоамиран зефирный, белый и желтый 1 мм. Фоамиран оливковый, иранский 1 мм. Флористический рукав. Наждачная бумага для обработки рукава, проволока плотная 0,10 мм, молд лепестка лотоса малый, тейп-лента белого цвета, краска акриловая желтая, белая, зеленая, палитра для смешивания, кисть для окрашивания, масляная пастель номер 227, клеевой пистолет, клеевой стержень и утюг. Поехали! Прежде всего создадим сердцевинку нашего цветочка. Возьмем желтый фоамиран 1 мм зефирный. Порежем полосочку шириной 1 см. Далее порежем прямоугольники примерно 2 см в длину. Нам понадобится 6-7 таких прямоугольников. Итак, прикладываем наши прямоугольнички на разогретый утюг, расправляем с помощью губки и начинаем закручивать трубочку. Аккуратно, вот такими движениями, очень быстро. Как только закрутили фоамиран, его нужно взять и растянуть в разные стороны. Вот таким образом. Трубочка стала очень тонкой. Из этого кусочка мы сможем сделать 2-3 сердцевинки для нашего цветочка. Показываю еще раз. Вот такие заготовочки у нас получились. Можно немножко прокрутить в руках, чтобы они стали потоньше. И отрезаем примерно 2-3 сантиметра. И около широкой части, по которой мы растягивали, отрезаем ножницами такой небольшой полукруг. Вот таким образом, закручивая ножницы, отрезаем полукруг. И получается вот такая интересная, необычная тычинка. Таких нам нужно штучек 5-6 и одну центровую побольше. Итак, отрезаем еще, вот так примерно 2-3 сантиметра. И начинаем подкручивать ножницы возле широкой части. Раз и 2 на уголок. Выводим на уголочек. Вот таким образом у нас получилась подкрученная тычинка, которая смотрит в центр. Вот такие вот сердцевинки необычные у нас получаются. Нам нужно сделать 5-6 таких и одну в центре подлиннее. Она будет у нас зеленого цвета. Здесь просто срезаем на уголок. Вот такой остренькая тычинка получается, остренький центр, вокруг которого мы будем размещать все остальные наши тычинки, которые сейчас вырежем. Штучек 5-6, не больше. Поехали! Далее нам нужно выбрать центровую тычинку. Она должна быть самая высокая, длинная и узенькая, вот такая. Берем пастель номер 227, наносим на пальчик и немного окрашиваем нашу тычинку. Она выделяется на самой высокой из всех наших тычиночек, и только она единственная зеленого цвета. Вот так получается. Дальше в ход идет клеевой пистолет.
Разогрели клеевой пистолет и теперь к центровой тычинке приклеиваем все остальные. Она должна быть выше. Вот таким образом приклеиваем так, чтобы центровая была чуть-чуть повыше, ну, примерно на несколько миллиметров. И все уголочки смотрели к центру. Вот таким образом. Поехали. Наносим клей. Аккуратно, фоамиран очень тонкий. Даже от этого клея начинает уже сжиматься. Очень быстро приклеиваем. И таким образом размещаем все наши тычинки по кругу вокруг центровой тычинки зеленого цвета. Не выключая клеевой пистолет, возьмем в руки небольшой кусочек фольги и скатаем шарик размером примерно 0,7 мм в диаметре. Чуть меньше сантиметра должен быть. Из кусочка белого зефирного фоамирана вырезаем небольшой квадратик, ну, примерно 2 на 2 сантиметра. Разогреваем на утюге в течение нескольких секунд и надеваем на наш шарик. Буквально чуть-чуть только сверху перекрыть. Наносим клей на шарик. И покрываем его фоамираном. Покрываем только до серединки. Эта часть нас не интересует. Главное перекрыть только чуть-чуть сверху, чтобы фольги в дальнейшем не было видно. Отрезаем лишний фоамиран и подклеиваем. Это будет серединка нашего цветочка, на которой все держится. Так, полностью все обклеили. Аккуратненько. И сюда уже сверху будем крепить наши тычиночки. Наносим клей в центре и подклеиваем. Вот таким образом. Лишний клей можно убрать. Убедитесь, что тычинки хорошо приклеились к центру. Для удобства можно сразу вклеить проволочку к нашему основанию. Проделываем небольшое отверстие в нижней части фольги с помощью ножниц. Вливаем туда клей и вот такой петелькой на конце вставляем нашу проволоку. Все, теперь нам будет удобно держать нашу заготовку. Далее отожмем на молде наш фоамиран. Для этого вырезаем небольшие полосочки из фоамирана под размер молда, вне зависимости от того, какого размера у вас губка. Чтобы сэкономить фоамиран, прикладываем молд и делаем припуски примерно по 1 сантиметру с каждой стороны. Прорезаем до конца. Нам нужно будет 6 таких заготовок с использованием молда. Поехали. Прикладываем фоамиран на губку. Вот таким образом. Далее прикладываем к утюгу, нагреваем в течение нескольких секунд и отжимаем на молде. Утюг должен быть хорошо разогретым. Фоамиран зефирный очень тонкий, поэтому работаем быстро. Нагреваем. 1, 2, 3, 4, 5 и отжимаем на молде. Вот такая красота получилась. Очень хорошо виден рисунок прожилок. Дальше прикладываем снова губки, фоамиран к утюгу и на молд. 6 таких заготовок.
Теперь нам нужно будет вырезать по молду. Я буду вырезать на глаз, а для вас приготовлю выкройки. У нас будет 3 больших лепестка и 3 маленьких в виде сердечка. Эти лепесточки у нас уже готовы, мы можем их просто убрать. А эти нужно окрасить с двух сторон. С внутренней стороны практически все, с внешней стороны только небольшое сердечко. Для этого намешиваем зеленую краску и желтую до состояния мягко светло-зеленого цвета. Краску я использую акриловую.
Пока сохнут наши заготовки, можно поработать со стеблем. Итак, берем флористический рукав, отрезаем размер вашего стебля. Эти цветочки очень маленькие, поэтому я взяла примерно 10-12 сантиметров длину стебля. Итак, на конце у стебля нам нужно сделать небольшую бороздочку. Для этого нагреваем на утюге краешек и немножечко расширяем его вот таким образом. Вот такая бороздочка у нас получилась. Очень хорошо. И теперь можно окрасить тем же самым цветом полностью весь наш флористический рукав. Но прежде его нужно обработать наждачной бумагой для того, чтобы сцепление с краской было намного лучше. Поехали! Для удобства я пока надену флористический рукав на проволочку и окрашу полностью зеленым цветом. Далее работаем с нашими заготовками из иранского фоамирана. Это будут наши листики. Проготовим 3 полосочки шириной примерно 0,7-0,9 мм и в длину около 70 сантиметров. Листья расположены таким образом, что 2 листочка будут у основания цветочка и 1 у самой его шапочки. Он должен быть чуть-чуть поменьше, примерно 5-6 сантиметров в длину. Итак, вырезаем. Здесь нет ничего сложного. Закругляем конец и немножечко срезаем у основания. Такой листик у нас получается. Здесь мы даже не обрабатываем его на молде, просто вот таким образом складываем пополам и немножечко подтягиваем. Иранский фоамиран очень плотный, поэтому он хорошо держит форму, его даже можно не обрабатывать на утюге. Вот такую серединочку мы делаем, и листик у нас уже готов. Его нужно только покрасить. У нас будет здесь сложное окрашивание 2 цветами, поэтому готовим 3 заготовки и будем их окрашивать. Итак, это у нас будет у цветочка лист и 2 у основания. Они должны быть немножечко подлиннее, и здесь срезаем совсем чуть-чуть снизу и точно так же закругляем сверху верхнюю часть листа. Вот таким образом. Раз. И вторую. Очень легкий в создании этот цветочек. Я думаю, мы все хорошо справимся. Итак, точно так же складываем пополам. Немножечко подкручиваем. Подтягиваем. И тем самым делаем центровую прожилку. Такая красота получается.
Окрашиваем листья с двух сторон все тем же желто-зеленым цветом. Поехали! У основания оставляйте 1 см неокрашенным для лучшего склеивания. Наши маленькие лепестки высохли, и теперь с этой стороны делаем маленькое сердечко, примерно на 1/3 лепесточка размером. Сейчас покажу. Тот же самый светло-зеленый цвет. И делаем малюсенькое сердечко. Такое даже небольшое пятнышко в виде сердечка. Чуть-чуть. Вот такое. Таким образом окрашиваем все 3 лепесточка. Чуть-чуть. Я использую молд для удобства. Так, теперь рисуем сердечко. Маленькое. Вот такое пятнышко. Все. Готово. Последний штрих в работе с листьями. Нам нужно обработать белой акриловой краской все торцы наших листьев. Набираем белую краску на кисть. Можно даже не разбавлять водой. И просто проходимся по всем торцам, окрашивая их. Плотно наносим белую краску, чтобы ее было хорошо видно. Это особенности листьев подснежника. Пастелью работать здесь я не советую, потому что у пастели нет такой плотности, как у белой акриловой краски. Поэтому лучше все-таки работать красочкой. Пришло время сборки нашего цветочка. Прежде всего мы работаем с маленькими лепестками и вот таким образом располагаем их в серединке. 3 штучки рядом, они должны смотреть вверх. Наносим клей на край лепестка, чуть-чуть. Клей горячий, фоамиран очень тонкий. И теперь приклеиваем сюда к серединке. Можно немножечко вот здесь защипить, для того, чтобы лепестки казались более открытыми. И маленький такой секретик. Нажимаем вот сюда, пока клей еще не остыл. Тем самым лепесток начинает смотреть не внутрь, а вверх. То есть кажется немного открытий. Давайте попробуем снова. Чуть-чуть капну клея. Так, закрываем. И нажимаем вот здесь. Обратите внимание, расположение лепестка изменилось. Точно так же работаем со всеми остальными лепесточками.
Наносим клей, немножко защипываем снизу и нажимаем на основание. Далее в промежутке между маленькими лепесточками вклеиваем большие, чуть ниже, приклеиваем и точно так же защипываем и нажимаем снизу, чтобы лепесток был открытым, чтобы он не смотрел не вверх, а в стороны. Вот таким образом. Итак, попробуем еще раз. Наносим. Можно защипить прямо на лепестке чуть-чуть, вот здесь, у самого основания. Далее прикладываем между двумя маленькими лепестками, наклеиваем и не забываем про нажатие. Вот так. Нажимаем, и лепесток уже меняет свое направление. Вот так раскрытый подснежник у нас получается. Наносим клей, защипываем. Далее промежуток между маленькими. Видите, он смотрит вверх. Я нажимаю снизу, и направление меняется. Фиксирую, пока клей не замерзнет. И все, лепесточки наши приклеены. Очень красиво получается. Далее наша задача перекрыть полностью основание белой тейп-лентой. Берем тейп-ленту и просто начинаем обворачивать вокруг лепесточков, перекрывая и создавая такую чашечку чаши листика нашего подснежника. Аккуратно. Можно даже капнуть капельку клея у основания тейп-ленты, чтобы ее хорошо зафиксировать. Тейп-лента очень тонкая, поэтому аккуратно, не обожгитесь. Так, зафиксирую. И теперь просто буду обкручивать наш бутон. Смотрите, чтобы направление лепестков не менялось, чтобы они точно так же смотрели в разные стороны, не только вверх. Вот здесь все поправляем. И обкручиваем полностью наш стебель, участок возле стебля и чашечки. Стараемся сделать его ровным, аккуратным и переходящим сверху вниз, чтобы здесь не было никаких вот таких резких переходов. Обматываем тейп-лентой аккуратно, возвращаемся и создаем красивую чашечку и плавный переход от чаши листика к стеблю. Далее мы все это подкрасим, поэтому будет смотреться аккуратно и красиво. Главное сейчас перекрыть все неровности. Хорошенько работаем с тейп-лентой, как с пластилином, и обматываем, перекрываем все неровности, шероховатости поверхности нашего цветочка. Аккуратно. Поджимаем так, как вам надо, перекрываем, обматываем. Если не хватает одного слоя, делаем еще. Тейп-лента очень тоненькая, поэтому 2-3 слоев даже не будет заметно. Вот такая красота, ровненькая. Обратите внимание, ровный переход у меня получился. Если есть складочки, тоже старайтесь их избегать. Но, в принципе, когда мы все это окрасим, практически не будет видно. Так, не делаем слишком плотным стебель, потому что мы работаем с флористическим рукавом определенного диаметра, чтобы дальше он туда просто вошел. Вот, отличный чашелистик и переход к стеблю у нас получился. Немножко поправлю еще направление листьев,
из этой ленты они смотрят вверх. А мне надо, чтобы мой подснежник был раскрытым. Вот такая красота у нас получилась. Далее, что мы делаем? Берем наш стебель. Вот, обратите внимание, здесь есть ложбинка, которую мы делали с помощью утюга. Вот здесь одеваем. Все хорошо сходится, все отлично. И теперь берем маленький лист, который мы делали изначально, и вклеиваем вот сюда к основанию нашего цветочка, таким образом, чтобы верхняя часть листа доставала до края чашелистика, только такого размера. Остальное можно будет просто подрезать. Сейчас мы сюда вклеим, наденем наш стебель из флористического рукава, вот таким образом, и цветочек будет практически готов. Поехали! Еще один момент. Конечно, нужно окрасить полностью весь наш чашелистик и стебель той же самой краской, тем же самым оттенком, который мы намешивали для стебля, листьев, лепестков и так далее. То есть полностью наш тот цвет, который у нас есть, светло-светло-зеленый. Аккуратно окрашиваем. Если нужно, можно окрасить даже в 2 слоя, потому что тейп-лента тоже впитывает краску. Аккуратно окрашиваем полностью все. Я специально сначала вклеила, чтобы можно было окрасить полностью стебель и лист в один и тот же оттенок, и чтобы он плавно переходил из нашего листочка в стебель, весь этот цвет. Окрашиваем аккуратно и ждем, пока высохнет. Остался последний штрих. Собираем наш цветочек. Он уже высох. И теперь нам нужно надеть флористический рукав на стебель. Капаем капельку клея для лучшего крепления и надеваем флористический рукав. Аккуратно. Все. Клея не видно. Все получилось очень-очень аккуратно. И если хотите, можете еще добавить сюда листьев снизу. У меня цветочек будет в вазе, поэтому листьев будет просто не видно. Но я все-таки попробую их приклеить. Так, к самому основанию цветочка подклеиваем 2 листика с одной и с другой стороны. Режу. Наношу клей к основанию и подклеиваю листики. Можно их немножко тоже подщипнуть снизу, чтобы они смотрели в разные стороны. Наношу капельку клея и подщипываю. Так, убираем излишки клея. Здесь я не окрашивала, и сейчас просто докрашу уже на нашем стебле листья, чтобы они были одного цвета и плавно входили в наш стебелек. Вы можете размещать цветочки в горшке с землей импровизированной, можете добавлять цветочки в вазу и делать красивый букет. Это очень
милый, свежий и нежный цветочек. Я добавлю его к остальным. Удачного творчества!